Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Сергей Савчук. Добрый день! Добрый день. Дайте нам дожить остаток жизни в тепле. Пенсионеры в Великобритании вышли на митинг, чтобы не замерзнуть в холодных домах. Не так давно власти Великобритании отменили пакеты льгот для населения в рамках оптимизации расходов бюджета и сразу направили дополнительные средства в помощь Украине. Но это полбеды. Помимо высоких тарифов наметилась еще одна перспектива банального отсутствия ресурса для энергоснабжения. Сергей, что происходит в энергетике Великобритании и так ли страшны тарифы для населения, как пишет английская пресса? Добрый день. Тема достаточно, недостаточно, тема очень интересная, при этом достаточно манипулятивная. Ее очень часто используют в российской прессе, на крупных каналах, на различных блогингах и так дальше. Поскольку канал «Геоэнергетика» не любит пережаренные новости, давайте попробуем разобраться что действительно происходит, какие действительно происходят процессы и цифры. Первое. Давайте разберемся в призме выделения помощи Украине, поскольку обычно именно из сравнивается, сколько денег не додали британским пенсионерам, да, и передали Украине. Первое. Библиотека Палаты общин Великобритании сообщает, что начиная с февраля 2022 года Великобритания выделила на нужды Украины 12,8 миллиардов фунтов стерлингов. Я подчеркиваю, то есть где-то порядка 14-15 миллиардов долларов. Из них 7,8 миллиардов пошли сугубо на военную помощь того или иного вида. То есть, как несложно понять, и увидеть, Британия в своей помощи Украине делает акцент именно на войну. То есть речь идет не о гуманитарных вопросах, а именно на дление войны. Что в очередной раз подтверждает такую достаточно, не теорию, наверное, уже, а фактический факт, что Лондон является одним из поджигателей войны на Украине и не заинтересован в том, чтобы война заканчивалась, или точнее говоря, готовы поставить достаточно высокие ставки, включая жизни своих сограждан, на то, чтобы нанести ущерб России. Конкретно, в 2024 году, опять же, из того же источника, мы узнаем, что, было подписано несколько пакетов военной помощи. Первый на поставку 650 многоцелевых ракет малой дальности. Кроме того, в так называемый Международный фонд помощи Украине в качестве гарантий по экспортным контрактам дополнительно включается 3,5 миллиарда фунтов стерлингов. То есть Британия своей финансовой системой гарантирует на то, что если Украина у кого-то купит оружие, боеприпасы и не будет в состоянии за них рассчитаться, Британия за нее рассчитается. Кроме того, отдельный пакет в размере 1 миллиарда включается в еще один специальный фонд, так называемый Industrial Support, то есть промышленная поддержка. И еще, в сентябре, то есть свежайший контракт был подписан, то есть не контракт, постановление правительства, прошу прощения, был подписан 14 сентября 2024 года на выделение 300 миллионов фунтов стерлингов на закупку боеприпасов различных артиллерийских стрелковых вооружений для помощи ВСУ. Кроме этого, еще 4,1 миллиарда фунтов выделяется в качестве фискальной поддержки через займы Всемирного банка. То есть эти деньги уже идут именно, опять же, на обеспечение военных нужд. А также выделено 937 миллионов фунтов стерлингов в качестве гуманитарной помощи, а также на проведение неких реформ. Этот пункт, скажем так, не расширяется. И на поддержку и восстановление энергетики Украины, что и касается основной тематики нашего с вами канала. И здесь очень интересно, потому что из них 20 миллионов фунтов стерлингов направлено уже на некий ремонт некой инфраструктуры. И теперь самое интересное, 181 миллиона фунтов стерлингов выделен компании Юренко на поставку Украине реакторного топлива, обогащенного урана для работы 4 оставшихся украинских атомных электростанций. Что, естественно, очень интересно, потому что, невзирая на, скажем так, на наши телевизионные новости,
Украина не замерзает в том плане, что ей хватает электроэнергии, естественно, с учетом сжатия населения, деиндустриализации и всего остального, и даже после последнего массированного удара по объектам электроэнергетики, а я напомню, что атомные электростанции не попали ни распределительные устройства, ни трансформаторные станции. Украина в настоящий момент по состоянию на середину октября продолжает экспорт электроэнергии в Европейский Союз. Основным покупателем выступает Польша. Вот, то есть можно сказать, что таким образом Великобритания в том числе поддерживает поляков. Сами британцы в Евросоюзе не состоят, а поляки являются главными раскалывателями Европейского Союза и противниками Германии в первую очередь. Вот что интересно. Что касается социалки, что касается так называемых холодных смертей, да, про которые изначально шла речь. В нашей прессе очень любят этой темой манипулировать, рассказывают какие-то совершенно безумные цифры о том, что там в год замерзает до 40 тысяч. Во-первых, цифра эта неверная. Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения Великобритании, значит, средний, ну, такой немножко, как бы, да, наверное, ну, такой черный юмор получается, такая черная формулировка. То есть средний счетчик смертей, именно холодных смертей, так называемых deaths, Британия составляет где-то 4-4,5 тысячи человек в год. То есть не 40, 4,5, но, с другой стороны, в понятных величинах такое 4,5 тысячи человек – это очень крепкая деревня. Да? Это крепкая, крупная деревня, которая вымирает именно из-за отсутствия центрального отопления. Опять же, важный момент. Преподносится это так, что старики замерзают прямо в своих там, домах и так далее, что там дети замерзают. Это не совсем так. Согласно официальной статистике, Великобритании в этот счетчик так называемых холодных смертей включают всех людей, умерших в основном от простудных заболеваний. Умерших как в своих домах, так и в основном большинство из них умирает именно в учреждениях здравоохранения, как правило, в больницах. То есть если пациент в качестве источника заболевания указывает отсутствие отопления и умирает после этого, его включают вот в этот вот перечень погибших и замерзших. Вот, то есть тут нужно понимать, что это не люди, которые прям... то есть коронеры британские не заходят в дома и не находят там 4000 окоченелых трупов в год. Да? То есть статистика, тут нужно немножко разбираться вот в этих тонкостях. Вот, что касается, почему так происходит, в Британии действительно есть такое уникальное явление, это очень легко проверить, любой из наших зрителей может это сделать, открыть Google, я подчеркиваю, потому что Google именно рендерит западные источники информации и вбить простое сочетание heat or eat, то есть обогревайся или кушай. Это сугубо британская фишка, она сразу выдаст огромное количество источников информации по происходящему именно вот в этом сегменте социальном, там цифры и все прочее остальное. Что касается конкретно энергетики, Британия в данном случае, тут будет такой вот густо перемешанный суп социалки, бюджетирования, да, и энергетики. Британия уже много лет является таким основным застрельщиком такой вот оголтелой и наглухо лживой зеленой рекламы. Они рассказывают, что мы первые в мире, там стали самыми зелеными. По результатам прошлого года Великобритания заявляет, что в энергобалансе королевства 56% составляют источники так называемые низкокарбоновые, да, то есть безопасные, там для экологии, и еще 14% отдельно, и еще 14% это атомная энергетика. Отдельно оговаривается, что 33% это природный газ и уголь. Вот. На самом деле данные цифры, они сугубо манипулятивные. Я неоднократно видел на этом канале, их разбирал уважаемый Борис Леонидович, потому что в качестве общей годовой выработки тут идет подмена понятий, подставляются ситуативные пиковые выработки. Что касается, сейчас объясню почему. Это очень легко проверить. Мы помним замечательную зиму 2020-2021 года, когда в Британии 2 месяца стоял штиль. И тогда, то есть, заходили даже шутки о том, что Путин выключил в Британии, на севере Британии выключил ветер, в Британии начались веерные отключения. Это как раз были времена, когда премьер-министром была, по-моему, Тереза Мэй, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, не слежу. Ну, значит, зима 2020-2021 года. И в этот год, по странному стечению обстоятельств, счетчик так называемых холодных смертей составил, я подчеркиваю, 14 300 человек. Напоминаю, показатели 4-4,5 тысячи человек.
Потому что в течение месяцев штиля ветровой парк Великобритании, которым она и манипулирует в качестве основного источника энергии, который находится на северном побережье Шотландии, в районе северного, так называемого северного, не так называемого Северного моря, географическое название, конечно же. Вот, у них образовался штиль, и выработка генерации электричества упала до нуля. Как прекрасно знают все зрители канала «Геоэнергетика», ветровая энергетика, это энергетика генерации электричества с колес. То есть эту энергию нельзя накопить, ее можно только мгновенно распределить определенному количеству потребителей. Поскольку не существует в мире аккумулирующих станций такого объема. И если, соответственно, генерация на базе ветра, там, шельфовая, береговая, падает, то, соответственно, начинаются проблемы, то есть происходит дисбаланс системы, энергосистемы в целом. Вот поэтому мы наблюдали 2 месяца штиля и рекордную смертность Великобритании зимой 2020-2021 года. Почему, собственно, вообще существует факт холодных смертей, да, то есть замерзающих в своих домах, простужающихся и так дальше. Опять же, обратимся к британским источникам, а именно к Национальному агентству статистики королевскому. Данные эти находятся на сайте правительства Великобритании, так что это более чем официальный источник. Они сообщают о том, что, система отопления индивидуальная для одного домохозяйства, либо для одной квартиры в Великобритании, стоимость установки варьируется от 3,5 до 7 тысяч евро на квартиру или на дом. Это для того, чтобы подключиться, что называется, с нуля. Причем там есть детализация. Система индивидуального отопления включает в себя установку бойлера, установку радиаторов, установку трубной обвязки и установку устройств учета. Счетчиков, грубо говоря. И вот за это можно заплатить там от 3 до 7 тысяч фунтов стерлингов. Более того, это же бюро статистики нам сообщает, что средний счет за коммунальные услуги, а именно, я подчеркиваю, за отопление, прошу прощения, за отопление в Англии и в Уэльсе составляет в среднем 400-500 фунтов в месяц. Это там, где установлены системы отопления. Поскольку, согласно официальной статистике, по состоянию на 2023 год 11% домохозяйств в Англии и в Уэльсе не имеют центрального отопления и отопления в принципе вообще. То есть люди топятся, установкой печей каких-то там, торфом топятся, углем, чем угодно. То есть все обстоит именно так. Что касается количества людей, которые попадают под этот холодный круг, это в среднем где-то порядка 700 тысяч британцев каждый год. Это взята, опять же, цифра с официальных источников, она легко проверяется. Социальный сектор по состоянию на прошлый год, когда Великобритания уже вовсю воевала с нами, вводила санкции, они пишут, что все графства, королевства тратят в среднем порядка 70% своей выручки на обеспечение социальных нужд. Я напомню, что согласно последним публикациям в британской прессе, порядка 14,5 миллионов британцев живут за чертой бедности. При населении 67 миллионов человек. То есть, несложно посчитать пропорцию. Так вот, все абсолютно графства Великобритании тратят до 70% своей выручки на социальные выплаты, хотя 10 лет назад эта сумма составляла 50%, то есть рост на 20%. Соответственно, британцы уже посчитали, что на ближайшие 2 года на покрытие социальных нужд, на обеспечение питания, одежды, отопления и всего прочего, Британии не хватает 6,3 миллиарда фунтов стерлингов в ближайшие 2 года. А к 2030 году эта сумма составит 54 миллиарда фунтов стерлингов. Соответственно, мы уже помним, 12,8 миллиардов помощи Украине и 54 то, что нужно потратить на своих. Естественно, то есть помощь Украине не то чтобы, скажем, лишает британцев каких-то там прям совсем базовых благ, но составляет как минимум треть. То есть если бы британцы захотели бы сконцентрироваться, британское правительство захотело сконцентрироваться на решении своих внутренних проблем, а не на войне с Россией, возможно, у них в год умирало бы не 4 тысячи, а 1000-1500 умирало бы от простуд. Вот как-то так, Максим.
Сергей, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо. Пока YouTube замедляют, не дожидайтесь, пока нас заблокируют вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном сообщении. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в столь интересное время. Спасибо, до новых встреч. До свидания.